Лаутубрунен – это совершенно сказочная альпийская коммуна и долина, расположенная в кантоне Берн прямо у подножия Бернских Альп. Это глубокая U-образная долина, зажатая между отвесными скалами высотой до 300 метров, с которой вниз срываются десятки ледниковых ручьев. Это место выглядит настолько красиво в любое время года, что поначалу кажется, будто вы смотрите на отретушированную открытку, а не на настоящий пейзаж. Деревня Лаутубрунен – это классическое альпийское поселение, которое выглядит как ожившая открытка. Здесь постоянно проживает всего около 800-900 человек. Она уютно устроилась на самом дне глубокого ущелья, окруженные традиционными швейцарскими шале из темного дерева с геранью на окнах. Главная особенность, которую замечают все, кто здесь останавливался на ночь, это постоянный мягкий фоновый гул воды, шум водопада, Штаубах и десятках других ручьев буквально пропитывают воздух деревни. История Лаутубрунена – это путь от изолированной общины выживших в горах крестьян до одного из главных туристических центров Европы. Главный символ этого места – водопад Штаубах. Вода падает с высоты почти 300 метров и из-за сильного ветра у земли превращается в легкую водяную пыль. Вода срывается с абсолютно отвесного скального обрыва и летит вниз, практически не касаясь скалы на своем пути. Это один из самых высоких водопадов свободного падения в Европе. Из-за огромной высоты и относительно небольшого объема воды поток не долетает до земли единой струей. Навстречу ему поднимаются потоки теплого воздуха из долины, который буквально разбивает воду в невесомое парящее облако водяной пыли и тумана. В солнечные дни это облако постоянно рождает яркие радуги. Лаутубрунен и его водопад стали популярным туристическим направлением еще в XVIII веке, когда европейская аристократия открыла для себя романтизм и моду на альпийские путешествия. В летний сезон, обычно с мая по октябрь, позади водопада открывается специальная освещенная тропа. Туристы могут пройти через вырубленный в скале туннель и подняться на смотровую площадку, которая находится прямо за стеной падающей воды. Оттуда открывается фантастический вид на долину сквозь водяную завесу, а брызги приятно освежают жаркий день. Вход на тропу абсолютно бесплатный. Летом Лаутубрунен становится базой для сотен пеших маршрутов любой сложности. А из-за огромных отвесных скал это место обожают экстремалы-параглайдеры. А также многие сюда приезжают для прыжков с парашютом со скал, которая строго регулируется из-за высокой опасности. Швейцария в целом не дешевая страна, а эта долина одно из самых популярных мест. Цены на ночлег на одного или двух человек за ночь в кемпинге, базовое место на траве со своим снаряжением стоит приблизительно 50 евро. Хостель, койка в общем номере, бюджетный вариант приблизительно $75 за ночь. Кемпинговые долины, небольшие уютные деревянные кабинки на 2-4 человека стоят $175. Стандартный отель 2-3 звезды $250. И, конечно же, есть люксовые места, где ночлег будет стоить вам от $500 и выше. Лаутубрунен забит круглый год, летом хайкеры, зимой горнолыжники. За 4-6 месяцев до поездки выбор будет в разы больше, а цены ниже. Архитектура домов в Лаутубрунене основалась правилами безопасности альпийского строительства, продиктованной природой долины. Цокольный первый этаж всегда строится из прочного камня и частично заглубляется в склон горы. Это защищает дом от сырости, оползней и весеннего таяния снегов. Здесь традиционно располагались погреба, склады и хлева. Верхние этажи возводятся из толстого хвойного бруса. Дерево прекрасно держит тепло зимой и дышит летом. Деревянные стены старых хижин в Лаутубрунене имеют глубокий, почти черный или темно-шоколадный оттенок. Это не краска, такой цвет дерева приобретает естественным путем за десятилетия под воздействием интенсивного горного ультрафиолета и постоянных ветров. Смола, содержащая хвойной древесине, буквально консервирует бревна на солнце, делая их устойчивы к гниению. Крыши в Лаутубрунене имеют широкие карнизы, которые выступают за пределы стен, иногда 1,5-2 метра. Они защищают деревянные стены и балконы от проливных дождей и снегопадов. Практически в каждом доме вы увидите массивные деревянные ставни на окнах. Зимой они защищают хрупкие стекла и помогают сохранять тепло внутри дома ночью. Друзья, если вам нравится видео, поддержите нас, поставив лайк. А чтобы не пропустить следующее видео, нажмите на колокольчик. Для тех, кто хочет финансово нас поддержать и угостить чашечкой кофе,
Ссылки в описании. Спасибо всем, кто это делает. Первые упоминания про это место еще в 13 веке. Примерно в 1240 году сюда пришли переселенцы из соседнего кантона Вале. Они начали расчищать суровые горные леса и строить первые фермы. Жители долины занимались исключительно скотоводством и заготовкой мяса. Местные жители построили свою небольшую церковь в 1488 году, чтобы не ходить на службы через опасные горные перевалы. В 19 веке произошел туристический бум. В Европу пришла мода на дикую природу. В 1891 году сюда проложили железную дорогу из Интерлакена и чуть позже построили уникальные горные поезда и канатные дороги к вершинам. Лаутубруннен перестал быть глухой деревней и превратился в главные ворота к высочайшим вершинам Альп. Поскольку в самой деревне Лаутубруннен живет всего около 800-900 человек, их экономика устроена очень компактно. Прошли те времена, когда местные жители были изолированными бедными фермерами. Сегодня Лаутубруннен – это процветающее сообщество, где доходы распределяются между тремя главными сферами. Первое – это индустрия туризма и гостеприимства, главный источник дохода. Более 80% населения прямо или косвенно живут за счет путешественников. Жители владеют и управляют отелями, гестхаусами. В основном это семейный бизнес, который передается из поколения в поколение. Вторая сфера – железные дороги и канатные системы. Многие местные мужчины и женщины работают в этой сфере. И третья сфера заработка – это высокогорное альпийское фермерство. Несмотря на то, что туризм приносит больше денег, жители Лаутубруннена свято чтут свои корни. Местные фермеры держат знаменитых швейцарских коров. Правительство Швейцарии платит фермерам огромные дотации просто за то, что они продолжают косить траву на склонах. Зачем, спросите вы? Чтобы склоны гор не зарастали диким лесом и сохраняли тот самый открыточный вид, ради которого туристы и везут сюда свои деньги. Из-за невероятной дороговизны недвижимости в самом Лаутубруннене многие молодые люди, работающие здесь в сфере туризма, предпочитают жить в чуть более крупных соседних городах, а в долину приезжают на работу на поезде. В самой деревне остаются в основном владельцы земли, бизнеса и ферм. В Лаутубрунне каждый год отмечают любимый традиционный праздник Альпабзук. Он знаменирует собой окончание лета, когда пастухи спускают стадо коров с высокогорных альпийских пастбищ обратно в долину, где животные проводят всю зиму в теплых хлевах. Главная фишка праздника – это внешний вид главных виновниц торжества. Цветочные короны и огромные колокола, парад пастухов в национальных костюмах и торжественная встреча в долине. Улицы перекрывают, а в центре деревни разворачивается праздничная ярмарка. Спуск коров – это не просто красивое шествие, а полноценные народные гуляния. На улицах выступают местные музыканты на гигантских деревянных альпийских рогах, чья длина может достичь 4 метра. На фермерских прилавках появляется свежий сыр, домашний мед, колбасы и свежеиспеченный хлеб. Все пьют местное вино и сидр. Точную дату праздника Альпабзук в Лаутубруннене никто не утверждает за полгода. Все зависит от погоды. Обычно даты публикуются на местном туристическом сайте примерно за пару недель до события. Из абсолютно отвесных и высоких стен долины Лаутубруннен считается мировой бейсджампинга, прыжков с фиксированных объектов с парашютом. Каждый год экстремалы со всего мира совершают здесь тысячи прыжков. Для этого оборудованы специальные стартовые точки на краях обрывов. Место считается очень опасным, и здесь действует строгий свод правил безопасности. Прежде чем вообще подняться на точку отрыва, джампер обязан выполнить некоторые условия. Покупка карты приземления. Поля в долине, на которые садятся парашютисты, принадлежат местным фермерам. Вы платите за право топтать их траву, примерно $70. Джампер обязан иметь лицензию парашютиста и гражданскую страховку на случай повреждения чужого имущества в долине. Настоятельно рекомендуется купить подписку авиационной спасательной службы. Перед прыжком группа обязана по телефону зарегистрировать свой прыжок у диспетчеров авиации. Не позвонить – это значит поставить под угрозу жизнь пилотов и получить пожизненный бан. Вода, которая шумит в водопадах Лаутубруннена, берет свое начало от огромных ледников массива Юнгфрау. Из-за глобального потепления ледники тают быстрее, что парадоксально делает водопады летом еще более бурными и мощными, хотя ученые бьют тревогу относительно будущего этих ледниковых шапок. В мире много красивых мест, но Лаутубруннен особенный. Здесь уживается тишина альпийских деревушек без автомобилей, адреналин без джамперов и невероятная мощь природы, которая чувствуется в каждой капле водопада Штаубах. Лаутубруннен – это место, где время словно замедляет свой ход, уступая место вечному шуму падающей воды. Оказавшись здесь среди отвесных 300-метровых скал, застеженных пиков и облаков водяной пыли, ты начинаешь
начинаешь понимать, почему эти пейзажи вдохновляли поэтов, писателей и сказочников. Кто хоть раз в жизни услышал гул его 72 водопадов, не забудет никогда. Если вы искали идеальную открытку, то вы ее нашли. Обязательно добавьте эту долину в свой список путешествий. Пишите в комментариях, хотели бы вы проснуться в одном из этих деревянных шале с видом на горы.